try, can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Друзья, привет! С прошлого выпуска, где я прокачивал кресты, прошло 3 недели. За это время я набрал неплохую форму. Была достаточно плохая погода, где мне приходилось не тренироваться по 4 дня, но я старался все равно поддерживать форму, прокачивать другие элементы. И сегодня хочу показать, что у меня получилось за эти 3 недели. Ну и начать прокачку следующего элемента. Это задний вис. Ну а для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, хочу напомнить, что я хочу сделать номер на ремнях и этот номер разыграть потом среди подписчиков. В общем, смотрите, какие элементы у меня получились. И первый элемент — это выход в стойку. Смотрите. Конечно, этот элемент еще надо дальше прокачивать, но все же стало его выполнять чуть повеселее. Следующий элемент, который у меня тоже более-менее стал получаться, это передняя закладка. Передняя закладка более-менее хорошо прокачалась. Я сейчас ее выполняю силой. Хотя до этого, когда у меня была форма, у меня не получалось выход делать силой, то есть только с замаха. Так что, в принципе, турник, который я прокачивался до того, как начал тренироваться здесь, дает свой ощутимый результат. В общем, переднюю складку у меня получилось более-менее нормально восстановить. И на правую руку, и на левую руку выполняю. Конечно, все равно я ее буду прокачивать в следующих видео. Следующий элемент, который также более-менее нормально восстановил, это задний вис в разножку. Задний вис продержал 10 секунд, то есть более-менее нормально прокачался. Но цель, конечно, ноги вместе. Но это чуть-чуть позже. Следующий элемент, который тоже более-менее стал получаться, будем говорить, его так вспомнил, это задняя закладка. Задняя закладка более-менее получается неплохо, но, конечно, ее тоже надо прокачивать. Но сейчас вот такая вот форма. До этого у меня вообще даже не получалось выйти, там что-то повисеть. Очень сильная нагрузка была. Ну, более-менее вспомнил. В идеале, конечно, нужно выполнять переднюю, заднюю закладку и все на одной руке. Но это все, я думаю, получится прокачать. Следующий элемент, который, если я вспомню, то я обязательно его покажу. Ну, а остальные такие уже более сложные элементы, типа как намотка и другие там крест вверх ногами в стойке, это чуть-чуть позже мы будем прокачивать. Ну, а сегодня я начинаю прокачку следующего элемента, который хочу восстановить опять же за 7 дней, то есть неделю прокачки. Это задний вис вместе ноги. По форме он у меня, я его держу, но единственное не 10 секунд, а пока что мне не хватает силовухи. Ну и цель прокачать так, чтобы провисеть, не знаю, сколько получится. В идеале, конечно, 30 секунд, но скорее всего 30 секунд не получится, и хотя бы там 10-15 секунд этого будет вполне достаточно. Ну, в общем, что еще? Я также все прокачиваю в Олимпийке. Кто не смотрел предыдущие видео, чтобы руки не так сильно резали ремни. Ну, а что за эти 3 недели? За эти 3 недели, конечно, пока я не снимал видео, вот набрал такую более-менее, уже хоть что-то повспоминал, уже неплохую форму. Ну и самое интересное, когда я начал тренироваться, то есть начал себя нагружать, организм начал набирать форму, и не все так весело, как хотелось бы, получается на тренировке, и начали вылазить какие-то такие непонятные различные там всякие боли в плечах, в локтях, так, при сгинании. Я думаю, из-за того, что вот так, если максимально прижимаю руку сюда,
то локоть как-то так в нем там внутри в локте какая-то такая непонятная боль. Я думаю, это когда я делаю заднюю закладку, как-то вот руку выламывает, и там в локте, в общем, как-то там, в общем, ну так некомфортно. И я переживаю, чтобы это потом как бы не вылезло в более такую серьезную травму. Ну и что еще? То же самое при различных там всяких прокачках, там плечи тоже очень сильно как-то так ломит, и я переживаю, мне очень часто рассказывали мои знакомые, которые тренируются на ремнях, что это такой достаточно очень травмоопасный снаряд, на котором, ну, надо обязательно хорошо разминаться, потому что там связки незаметно отрываются, и потом это достаточно такая серьезная проблема, так что обязательно надо хорошо разминаться. Ну что еще по травмам, ну как бы тоже такие непонятные какие-то ощущения. Получается, когда я неделю прокачивал крест, то когда я выполняю этот элемент, вот я выхожу в крест, и когда я хочу обратно отжаться в стойку, то здесь вот от подмышки к локтю какая-то такая непонятная, ну не знаю, мышца или связка. В общем, когда начинаю тянуть вверх, там она как-то так щелкает, и появляется, в общем, какая-то боль. И ну, я переживаю, чтобы это у меня тоже потом как бы не было проблемой. Буду надеяться, что это, конечно, все закачается и, ну, не будет никаких проблем. Но если это связка, то это, конечно, постоянно на каждой тренировке испытывать эту боль, но тоже некомфортно, надо это залечивать и как-то с этим справляться. Но буду надеяться, что у меня все нормально, все оно как бы заживет, и локти, и плечи, и вообще как бы без травм все буду это тренировать. Ну что, начнем. В общем, первый подход — это задний вис. I've lost my way, but how it felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Ну, в принципе, неплохо. Для первого подхода там 3, ну, если бы я сильно там постарался, то 5 секунд я провисел. Так что для начала первый подход, будем говорить так, что есть хорошее начало. Ну, а там, где хорошее начало, то есть по чуть-чуть, я думаю, что это все прокачается шаг за шагом и будет все отлично. Ну, в общем, второй подход. From the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Второй подход отлично, уже так 5 секунд, в общем, надо это все прокачивать. Я думаю, что за 7 дней, а может быть и раньше, у меня получится выйти на 15 секунд. В общем, первый день прокачки задний вис считаю начатым. Так что увидимся завтра. Друзья, привет! Сегодня второй день прокачки заднего виса, где я пытаюсь свести ноги и провисеть на протяжении 15 секунд. Вчерашний день прошел достаточно неплохо. Сегодня по самочувствию каких-то вау-эффектов я не ощущаю. Единственное, вчера, наверное, раньше времени я обрадовался, но после того, как рассмотрел все-таки на видео выполнение моего этого заднего виса, где я свожу ноги, и не сильно доволен результатом, потому что в идеале надо висеть горизонтально полу. У меня получается моя горизонтальность практически как в стойке. Ну, не в стойке, между стойкой и горизонтом. Поэтому сегодня я буду пробовать прокачивать, опускаться в разножку, сводя ноги, и потом, когда буду выравниваться горизонтально полу, буду сводить ноги и висеть максимально сколько смогу. Так что сегодня по планам у нас также 10 подходов, по сколько получится. Ну, буду надеяться, что по 5 секунд. Так что начнем. Первый подход получился достаточно неплохой. Единственное, сегодня опять испортилась погода, опять начался дождь, но я думаю, что под деревом у меня получится сегодня все-таки выполнить 10 подходов и быстренько буду собираться. Так что первый подход получился нормальный, более-менее провисел там 3-5 секунд. Единственная, погода желает лучшего, так что сегодня постараюсь максимально быстро все прокачать. Пробую второй подход.
А по ощущениям на втором подходе все так же, в принципе, как и в первом, достаточно неплохо. Сначала я вышел в разножку горизонтально полу, потом свел ноги и получилось приблизительно провисеть в районе 5 секунд. Так что буду улучшать результаты, стараться висеть чуть-чуть больше, чем 5 секунд. Но если сравнивать с вчерашней тренировкой, то все-таки есть небольшой результат и как-то чуть-чуть поувереннее стал выполнять это упражнение. Так что продолжаем прокачку. Увидимся завтра. Дождь застал меня врасплох. Получилось все снять. Максимально быстро собираюсь. Но теперь я не только мокрый, а еще и грязный. О, ля-ля, потренировался. Всем привет! На третий день прокачки заднего виса каких-либо сильных изменений не чувствуется. Вчерашняя тренировка полностью была провалена. Я ее полностью отменил, сделал около 3-4 подходов, ну а дальше этот апокалипсис с дождем, ветром и различными приключениями. Если вы не видели, посмотрите обязательно. Сегодня тренировку постараюсь построить таким образом, чтобы прокачать за вчерашний день все сегодня. То есть я буду прокачивать 10 подходов, и при выполнении одного подхода, когда я просто выполняю на протяжении 5 секунд, стараюсь провисеть, то по ощущениям этого я считаю мало. И считать это за подход, наверное, будет неправильно. То есть буду выполнять за один подход 2 или 3 раза вис. Я думаю, такая нагрузка будет хорошо прокачивать этот элемент. А также, поскольку руки ремни натирают, я использую такие перчатки. Ну, учитывая, что на даче стандартные бытовые перчатки без каких-либо там специальных возможностей. Ну, конечно, там чуть-чуть прорезиненные, что тоже дает свой такой хороший хват. Ну и для чего перчатки? Ремни начинают натирать такие мозоли. Руки, в общем, чтобы чуть-чуть обезопасить, вот такие перчатки одел. Думаю, что будет с ними получше. Ну, в общем, пробую следующий подход. После подхода при выполнении сразу в одном подходе 3 выполнения этого элемента значительно нагружают. Буду так прокачиваться. Единственное, конечно, по нагрузке, когда задерживаешь дыхание, прям сильно давит. И это не очень хорошо. Надо нарабатывать и научиться дышать при этом элементе, чтобы не было такого сильного давления. Ну, в общем, такая нагрузка будет, я думаю, на сегодняшней тренировке идеальной. Выполнение в одном подходе сразу 3 раза очень хорошо нагружает. Так что продолжаю тренировку с такой нагрузкой. Увидимся завтра. Сегодня 5-й день прокачки заднего виса со сведенными ногами. По ощущениям все отлично. Единственное, вчера не было желания тренироваться. Я полностью пропустил 4-й день. И сегодня на 5-й день по нагрузке буду прокачиваться 10 подходов, выполняя в каждом подходе по 3 горизонтальных опускания со сведенными ногами. На 3-й день у меня в конце тренировки получилось провисеть где-то в районе 10 секунд. И поэтому я думаю, что сегодня у меня еще чуть-чуть будет лучший результат. Хотя, может быть и нет, потому что вчерашний день, который я пропустил, может быть, наоборот, повлияет не в лучшую сторону. Так что, в общем, сейчас буду пробовать. Смотрите, что получается. I'm in the whip with authority, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers, and the deserve it. Вроде бы неплохо, около 7 секунд получилось провисеть, то есть по состоянию, ну, более-менее стало выполнять это упражнение полегче, не так
сильно давит изнутри, мышцы более подготовленные стали. Забыл опять одеть перчатки, и вот от этого элемента остаются на руках вот такие мозоли, или как это назвать, в общем, какие-то такие натертости. И для этого, чтобы мозоли не так сильно натирались, использую такие стандартные перчатки. В прошлом видео я про них рассказывал. В общем, достаточно удобные для прокачки этого элемента. Ну, в общем, во втором подходе постараюсь провисеть еще с более максимальным временем, сколько получится. Ну, буду стараться провисеть сейчас 10 секунд. На втором подходе после 7 секунды стало намного тяжелее, там где вот ближе к 10 секунд опять очень сильное давление. И забыл, что в одном подходе я должен выполнять 3 опускания горизонтально полу. Так что я считаю это за второй подход, хотя на самом деле это даже не полный первый. Ну, в общем, прокачиваюсь по плану. 10 подходов, в каждом подходе по 3 опускания горизонтально полу. Сейчас все-таки чуть-чуть отдохну перед подходом и максимально сейчас постараюсь провисеть. Буду опускаться не с разведенными ногами, а сразу попробую опуститься с ноги вместе и задержаться те 5 секунд, когда я развожу ноги. Сейчас компенсирую эти 5 секунд сразу со сведенными ногами. Ну, посмотрю, что по нагрузке будет. В общем, третий подход. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a boot wetter than Niagara. Достаточно неплохо, уже ощутимый, чувствуется результат. 10 секунд уже получается провисеть, что есть очень хорошим результатом. Так что у меня еще в запасе есть 2 дня почистить даже этих 10 секунд. Может быть, выйти на 15 или 20 секунд, но 10 секунд это тоже уже отличный результат. Так что увидимся завтра. На 6-й день прокачки заднего виса со сведенными ногами, по ощущениям, чувствуется небольшая крепатура. Вчерашний день прошел достаточно тяжело. Вначале у меня получилось провисеть 10 секунд, но после где-то 5-го подхода я попробовал еще другие элементы и дальше начал прокачивать остальные 5 подходов. У меня не получалось даже провисеть в районе 3 секунд, настолько тяжело было. То есть по ощущениям получается, что выполняя на свежие силы после выходного один подход, получается провисеть 10 секунд. Но если это упражнение выполнять, будем говорить так, со стабильностью на протяжении 5 подходов, то не получается провисеть долго. Сегодня по графику буду прокачивать, также стараться выходить горизонтально полу с разведенными ногами, после сводить ноги и провисеть в районе там 5-10 секунд, сколько получится. Ну, сейчас, я думаю, после небольшого отдыха со вчерашнего дня буду прокачивать на свежие силы, буду стараться провисеть сейчас 10 секунд. Так что, ну, приступим. После первого подхода, так как и говорил, вышел более-менее на небольшую стабильность. То есть могу уже провисеть 10 секунд, что есть уже неплохим результатом. У меня там остался всего лишь 1 день прокачки, это завтра. И если я еще добавлю плюс 5 секунд, если получится, конечно, мало верится, но посмотрим. Сегодня еще день прокачки, завтра и послезавтра уже подведение итогов. Так что я думаю, что на 15 секунд получится выйти, провисеть этот элемент. А также сегодня погода достаточно жаркая. И пришлось ждать вечера, чтобы чуть-чуть температура спала, потому что такой какой-то влажный климат. В общем, не тренировочный день. Все равно не буду пропускать, потому что у меня и так за этих 7 дней получилось то дождь, то лень, то травма. И в итоге получилось из 7 дней потренироваться 5, но еще 2 дня впереди. И я их, конечно, постараюсь не пропустить. В общем, прокачиваю следующий подход. В втором подходе я буду прокачивать так, как и вчера, выполняя в одном подходе 3 виса горизонтально полу со сведенными ногами.
На второй подход по ощущениям очень тяжело, как и вчера, но сейчас получается провисеть 5 секунд. Пытаюсь провисеть в районе 5 секунд, но также ощущается очень сильное давление. В общем, увидимся завтра. Продолжаю прокачку. 10 подходов по 3 виса в каждом. Увидимся завтра. Пам! Сегодня 7-й день прокачки заднего виса со сведенными ногами. По состоянию чувствуется небольшой прогресс. Вчерашний день прошел более-менее продуктивно. Единственное, после 5-го подхода начало ныть очень сильно левое плечо. И думаю, что сегодня оно чуть-чуть отдохнуло, чуть-чуть лучше прокачалось и не будет уже так сильно беспокоить. Но в то же время после 8-го, на 9-м, на 10-м подходе получилось контролировать вис уже за счет мышц, а не за счет задерживания дыхания. То есть уже можно было держать сам вис при выдохе. В общем, первый подход. Пробую сейчас максимально продержаться там, сколько получится времени. Сейчас подход получился такой достаточно тяжелый, разминочный. Получилось провисеть не так уж и долго, там в районе 8 секунд. Но все-таки это не 2 и не 3 секунды, которые были в первых разах. Так что думаю, что завтра будет более-менее хороший результат. И не зря прокачивался 7 дней. В общем, завтра все будет видно. Сегодняшняя прокачка первых 2 виса получилась достаточно тяжело. Даже не знаю, в чем может быть причина. Может быть из-за того, что ежедневные нагрузки, мышцы очень сильно устают, и поэтому продуктивность падает и намного тяжелее становится выполнять упражнения. В общем, завтра подведение итогов, что получилось до и после за 7 дней. Так что увидимся завтра. Друзья, привет! Итак, пролетела неделя моей прокачки заднего виса со сведенными ногами. Со мной за это короткое время произошло много всего интересного. Ну а самое главное, сегодня время подводить итоги и сравнивать результаты. Что же у меня получилось прокачать за этих 7 дней до и после. Для замеров я буду использовать простой секундомер. Вчера я сделал выходной для того, чтобы мои мышцы чуть-чуть отдохнули. И сегодня постараюсь максимально долго провисеть задний вис со сведенными ногами. Ну что, давайте пробовать, что же у меня получилось за это время. Let's go! Приблизительно получилось, если смотреть по секундомеру, то показывает 51 секунду, но из них у меня на намотку, на подготовку, на установку камеры получилось, в общем, то, что у меня получилось посчитать, это где-то в районе 20 секунд у меня получилось провисеть этот элемент, что есть просто очень хорошим, суперским результатом. За 7 дней добиться того, чтобы висеть задний вис со сведенными ногами на протяжении 20 секунд, это просто супер результат. Это, конечно, по моим меркам. Я очень доволен этим результатом, что сказать. Моя прокачка и второй элемент, я считаю, что уже есть такой ощутимый результат. У меня получилось за первые 7 дней прокачать крест. После получилось прокачать и другие элементы. Ну и за предыдущие 7 дней у меня получилось прокачать задний вис, в котором у меня получилось провисеть 20 секунд, целых 20 секунд, что есть очень хорошим результатом. Конечно, если в комплексе, в связках, когда очень сильно нагружены мышцы и какая-то связка выполняется, то этих 20 секунд, этот результат можно делить прям смело на 2. И
Если при первом подходе на свежие силы у меня получается провисеть 20 секунд, то на 10-м подходе у меня получится провисеть 5 секунд. Так что есть еще куда стремиться. Друзья, я напомню, что я прокачиваю все эти элементы для того, чтобы создать номер и этот номер разыграть среди подписчиков. Обязательно подпишись, не пропусти. Ну и, конечно, еще я хотел попробовать одну такую фишку. Я точно не знаю, как она называется. Ну, что-то типа какая-то походка Бога или лунная походка. В общем, это когда в воздухе такие шаги из переднего бланжа в задний бланж. Так что смотрите, может быть, что-то у меня сейчас получится и будет хорошо смотреть. По этому элементу, конечно, надо еще порепетировать его, прокачать передний вис. Но тоже что-то уже похоже на воркаут походку. Ну, в общем, такие вот результаты. Я очень этим всем доволен. Так что продолжаю прокачку. И скоро буду все эти элементы пытаться связать в одну связку и начинать уже прокачивать не только элементы, а еще и связки. Так что, друзья, я рад этому небольшому достижению или даже большому достижению. Продолжаю прокачку. Увидимся завтра. Бам!